Денис пишет: Валерий Викторович, скажите, какое значение в глобальной политике имеет сегодняшнее переустройство Европы? Насколько объективно стремление правых сил к власти? Что несет за собой перестройка промышленности, в частности автомобильной? Какое все это значение будет иметь для России? Вот как Россия будет управлять перестройкой Европы, такое и будет значение. Будем от этого уходить, получим проблему, получим войну на территории Европы. Надо смотреть гораздо шире. Ну вот я уже об этом сколько раз говорил. Вот смотрите. Еще в 2012 году Барак Обама, выступая в Лондоне, сказал, что на территории Европы будут созданы новые государства, новые народы, новые языки. Миграция пошла, которая чуть было не затопила Европу. Но не затопила. Вы понимаете, что значит, когда пришло просто массовый приток иноязычного населения, причем разноязычного. Это вот смешение всех языков. И, соответственно, этому Европа теперь теряет культурную идентичность. Европу уничтожают всякими путями. Введение гомосексуальных браков, вот эти все сексуальные извращения, гедонический образ жизни, сокращение рождения детей. Все это работает на то, что Европа уничтожается. И Европу ведь целенаправленно готовят к тому, что на территории Европы будут созданы новые государства с новыми народами и с новыми языками. И прежние европейские государства будут сметены, а будут образованы новые государства с новыми границами. Но вопрос заключается в следующем, что прибывшая масса населения будет иметь принципиально иной уровень образованности и обладания техническими компетенциями, способность поддерживать технологическую среду той же самой Европы. И Европа к этому готовится. Зеленые чего добиваются? Везде и всюду убрать атомную энергетику. Она наукоемкая, она требует высококлассных специалистов, она экологически опасна в смысле взрыва, если неправильная эксплуатация. Соответственно, этому нужно все эти АЭС заглушить до того момента, когда на территории Европы произойдет вот этот катаклизм, когда будут сноситься государства, и будут образовываться новые народы. И тот факт, что уже сейчас пошли закрытия АЭС, говорит об этом как раз. Лучше построить угольную станцию, которая будет давать электричество, но закрыть АЭС, потому что угольная станция, она сама по себе разрушится и ничего с этим не будет. Ну, провалятся они в средневековье в своем образе жизни. А что будет, если неправильная эксплуатация АЭС приведет к ее взрыву? Это же, вспомните, Чернобыльская АЭС. А весь мир напрягся. Потому что мало никому не покажется от этого. Так вот, и готовят к закрытию, к сворачиванию. Что-то уже начинают закрывать, а что-то готовят к такому варианту, чтобы в нужный момент закрыть, персонал увезти в Китай. И все, оставили эту станцию, пусть разворовывают и облучаются, но взрыва не будет. Поэтому какая промышленность? Не планируется на территории Европы никакой промышленности. На территории Европы планируется война, которая сметет традиционные европейские государства и переформатирует само население. Только Россия способна удержать Европу от этой полномасштабной катастрофы. Но, посмотрите, разве все европейские страновые элиты это понимают? Нет. Многие с удовольствием дружат против России, думая, что в ядерной войне сгорит только Россия. А уж американские бомбы, которые принесут войну на территорию России, не навредят тем же самым европейцам.
ошибаются. Недостаток образования сказывается и у европейских элит. А уж желание жить у европейских пидорасов, оно вообще отсутствует. Они уже потеряли свою гендерную идентичность. Какая им национальная идентичность? Какая национальная культура? Они уже живут вообще не в понятном мире. И поэтому будет там существовать Германия или Франция, для них вообще никакой роли не играет. Для них главное вот в общем тренде. А общий тренд такой. Это вот сейчас удержали массовую миграцию за счет того, что задавили арабскую весну. А ведь именно эта миграция из того региона и из Африки, из арабского региона и из Африки, привела бы к тому, что население Европы было бы просто сметено. Оно бы растворилось среди пришлого населения. Ради этого сносили Ливию Каддафи, который служил барьером для миграции в Европу. Только ради того, чтобы открыть все заслоны перед вторжением огромных масс иноязычного, инорасового населения в Европу. Чтобы на территории Европы, повторю, были сметены национальные государства и созданы новые народы, новые языки. А эти государства и новые народы и языки не должны иметь высокотехнологичной промышленности. И она переносится из Европы в другое место. А атомную сферу ее готовят к закрытию. Все же очевидно, просто смотреть надо.